Всем привет! В школе моя учительница по физике любила ругать фильмы про космос, мол, там все не по-настоящему. Ну, как минимум за то, что в космосе вакуум и, соответственно, полная тишина. А вот в тех же «Звездных войнах», например, все прекрасно слышно. Ясное дело, это творческое допущение, чтобы картина смотрелась зрелищнее. Взрыв звезды смерти без звука, ну вы сами понимаете, это уже как-то не так эпично. Фильм «Первый человек» доказывает, что с одной стороны реализм это круто, а с другой не всегда уместно. О нем мы поговорим. Поехали! Спойлерить кино я вам не буду, но если вы не знали, что Нил Армстронг высадился на Луну, то это вопросы к вам. Окунемся немного в прошлое. 60-е — это тяжелый период в истории, особенно если говорить о США. Смерть президента Кеннеди, холодная война и конфликт во Вьетнаме. Ну и, конечно же, космическая гонка. Две сверхдержавы, Америка и Советский Союз, соревнуются друг с другом, кто первый освоит космос. Народ какой страны достиг небывалых высот в области науки. Короче говоря, у кого кунг-фу лучше и круче. В соревновании за покорение космоса лидирует СССР. Первый спутник, Белка и Стрелка и, конечно же, Юрий Гагарин. И, казалось бы, бой проигран и победить невозможно. США безнадежно отстает и догнать противника нереально. Но тут руководство космической программы ставит за цель невозможную миссию – высадить человека на Луне. На тот момент это казалось невероятным, настолько, что когда это произошло, в это не все были готовы поверить. Существует множество теорий о фальсификации данных, в которых США якобы на самом деле на спутник не высаживались. Говорят даже, что Стэнли Кубрика просили снять высадку астронавтов на Луну, ведь его космическая Одиссея на тот момент поражала своей правдоподобностью. Но в теории заговора мы влезать не будем, а то еще поднимем бунт рептилоидов, которые, кстати, среди нас. Фильм «Первый человек» как раз таки и рассказывает историю высадки на спутник Земли. Но картина сконцентрирована не только на этом событии. Центром фильма является Нил Армстронг, легендарная личность и тот самый космонавт, который первым ступил на Луну. Может быть, вы с ним не знакомы, но вы точно знаете его знаменитое высказывание: «Маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества». Картина рассказывает нам нелегкий и тернистый путь летчика-испытателя, который упорно двигается вперед к достижению своих целей. Поначалу я переживал, что картина скатится в пафосный патриотичный боепик о героизме и самопожертвовании, но нет. Чтобы рассказать такую сложную историю, разумеется, создатели картины привлекли именитых актеров. Ты им веришь, понимаешь и сопереживаешь. Роль Нила Армстронга досталась Райану Гослингу, и он, как всегда, прекрасен. Этот парень одним своим взглядом передает столько эмоций, что аж как-то не по себе. Остальные участники каста не уступают и смотрятся органично. Знаете, этот фильм один из тех, которые основаны на реальной истории и после которых хочется узнать о событии больше. В целом, картина выглядит как полноценная документалка. Кино стилизовано так, словно все это время за Нилом Армстронгом бегал оператор и снимал его с рук. Кино старается максимально точно передавать аспекты космических полетов, и это круто. Затяжные планы с тишиной космоса очаровывают и завораживают. Но когда, например, ракета взлетает, кадр так трясет, что ты просто не понимаешь, что происходит. Да, авторы хотели добавить реализма, но мне картину было очень тяжело смотреть. Я понимаю, что когда стартовый модуль бесконтрольно раскручивает в космосе, это выглядит и чувствуется ужасающе. Но я бы хотел это рассмотреть, а не страдать от тошноты. В общем, картинка в фильме дрожит постоянно, и мне это мешало, но, может быть, я такой один, кто знает. Так что в итоге, стоит ли смотреть фильм «Первый человек»? Я думаю, да. Эта картина рассказывает нам о человеческом подвиге, о том, что нужно верить в себя и упорно добиваться своих целей. Событие, которое взято за основу, действительно уникальное и интересное. Если вы хотите узнать больше о Ниле Армстронге и о первой высадке на Луну, кино однозначно стоит посмотреть. Но мне кажется, что дома это будет гораздо комфортнее. А у меня на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Если вы уже видели фильм, то делитесь своим впечатлением в комментариях. Увидимся. Пока.